Я всех приветствую на моем канале. Сегодня я хотел бы вам показать необычный Dendy Junior, с помощью которого я в последнее время записываю геймплей. Давайте посмотрим его поближе. Итак, что у нас здесь? Логотип Dendy на корпусе рядом со слотом для картриджей. Вот он. Джойстики с турбокнопками. Джойстики у нас хорошие, быстросъемные, на разъемах. Кстати, этот же разъем используется для светового пистолета, который отсутствует, к сожалению, в данной комплектации. Но, пожалуй, здесь это не главное. Здесь самое интересное — это вот эта лицевая наклейка. Как видите, она цветная. А обычно, если помните, она была какая-то серая, черно-белая, в общем, совсем неинтересная. В то время как здесь она выполнена в цвет российского триколора. И неспроста. На оборотной стороне у нас присутствует вот такая шильда с логотипом того самого завода Tensor, на котором эти дендики ремонтировались, а может быть даже немножко и производились. Кстати, у нас здесь две сервисные пломбы. И наличие второй говорит о том, что этот дендик точно был в ремонте. А ремонт, как известно, у нас был на территории завода Tensor. Так что я полагаю, что вот этот апгрейд по-любому появился после посещения завода Tensor. Ну что ж, интересная затея. Мне даже нравится. На 97-й год вполне себе. Давайте посмотрим, что внутри. Я предусмотрительно открутил крышку. И здесь нас внутри ждет вот такая плата. Это одноплатный Dendy Junior с вот таким чипсетом. UM6561. Который, как я понимаю, если сгорит, то все. Можно все выкидывать на помойку. Ну, если такого чипсета у вас нет. Ну, а в основном здесь все, в общем-то, стандартно. Колокольчики, РФ, питание. Формирование питания кренка. Да, насколько мне известно, этот вариант Dendy Junior давал наилучшую картинку на телевизоре. Если у вас есть другая инфа по этой теме, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а более здесь добавить нечего. Думаю, по приставке на этом все. Ну, наверное, вы все заметили вот такой джойстик с необычным тумблером. И, к сожалению, это апгрейд, который был не на заводе Tensor сделан, а мной. В наше время, совершенно недавно, буквально пару-тройку дней назад. А я представляю, сколько бы веселья и радости он доставил бы мне и моим сверстникам в том далеком 97-м году. Ну, в моем случае, в 96-м, 95-м даже. Так вот, я вдохновился вот таким вот изделием, которое я показывал в своем прошлом видео. Кто не смотрел и кому интересно, подсказка в правом верхнем углу экрана. Значит, это у нас вот такой экшен-контроллер с турбокнопками. Ну и, пожалуй, из интересного, эта вещь появлялась на обложке первого номера журнала Dendy. Там-то я ее заметил. Ну и самое главное здесь для нас на сегодня, это вот эта функция. А вот она, вот эта кнопка, которую я повторил в виде тумблера вот на таком обычном джойстике Dendy Junior. Эта кнопочка нам поможет проходить, как нам казалось, тогда давно в детстве, сложные непроходимые игры. Хотите посмотреть, что это? Давайте. Сейчас я вам покажу, и самое главное, я расскажу, как же повторить этот мод. Делается он достаточно просто, думаю, каждый сможет. Если интересно, садитесь поудобнее, начинаем. Приступаем к разбору нашего джойстика. Вот такой у нас джойстик, кстати, очень похож на фамикомовский. Вот видите? Только здесь у нас две турбокнопочки еще имеются. Но давайте его разберем. На оборотной стороне нам нужно открутить 6 винтиков. Я их предусмотрительно открутил вот этой вот крестовой отверткой. Вам еще предстоит. Снимаем заднюю крышку. И здесь у нас вот такая схема. Как я говорил, ничего сложного. Значит, из нового у нас добавился вот такой тумблер. Кстати, я использовал отверстие для провода. Как видите, вот так. А провод я переместил вот сюда. Ну, паяльником прожигаете и дальше надфилем дорабатываете. Можете изначально это сделать надфилем, если жалко паяльник. Место для расположения тумблера выбирайте. Вот, если у вас джойстик Dendy Junior, классический, типа фамикомовского, то вот здесь между проводом и логотипом Dendy Junior у вас будет выбор для места для тумблера. В другое место он просто не поместится. Ну что ж, давайте сейчас рассмотрим схему, просто как повторить.
Далее я объясню принципиальную схему. У меня здесь есть вот заготовочка, как это сделать на любом джойстике. Сейчас мы рассмотрим, как реализовать этот мод конкретно на джойстике от Dendy Junior. Ну вот таком же, как у меня. Значит, нам потребуется, как видите, NGTF провод. 3 проводка. Небольшой длины берите, на самом деле я много взял. Не стал перепаивать. Думаю, по 5 сантиметров вам вполне хватит. Керамический конденсатор. На 100 пикофарад. Короче говоря, он же 101 конденсатор. В любом радиоэлектронном магазине вас поймут. Вот такой желтенький. Ну и вот такой, в общем-то, самый простой тумблер. С 2 контактами. На вкл и выкл. То есть при включении контакты, вот эти 2 ножки, замыкают. При выключении, при другом положении тумблера, контакт размыкается. У меня на самом деле, как видите, тумблер был с параллельными контактами, но вам хватит и с 2 ножками. Ну, просто другого не было в моем случае в продаже. Вот у меня вот такая маркировка, если кто-то хочет повторить. Вот, пожалуйста. Ну, можно брать, конечно, тут 6 ампер. Это много, можно брать и послабее. Итак, что же нужно сделать? Находим 3 контрольные точки. 1, 2, 3. Значит, эти контрольные точки находятся. Одна рядом с кнопкой старт. Другая вот здесь, где кнопки турбо. И третья между кнопкой старт и кнопкой B. Но вы их увидите, они здесь будут выделены вот таким образом. Капаете на них кислоту, ну или сразу припоем, и припаиваете паяльником. 3 провода. Далее, вам необходимо, ну давайте начнем от кнопки старт. Припаять к одной ножке, вот к самой первой ножке тумблера припаиваете этот проводок, просто напрямую. То есть без всяких там хитростей. От второй точки ваша задача припаять проводок к ножке конденсатора, а другую ножку конденсатора припаять к противоположной ножке тумблера. Ну и третий проводок вам необходимо также спаять с этой же ножкой тумблера. Рекомендую сначала спаять конденсатор и провод, далее скрутить вот этот проводок и ножку конденсатора, ну, что-то в одно единое, и уже сразу припаять к ножке тумблера. Потому что в противном случае у вас может, когда вы припаиваете либо ножку конденсатора, либо проводок, у вас будет что-то отпаиваться. То есть вот эти 2 точки, вот они, первая и вторая, припаиваются к одной ножке тумблера. На выбор, любой, неважно. Ну а здесь, у средней точки, в разрыв ставится конденсатор. Вот такая схема. В общем-то, на этом и все. Далее, у вас все должно заработать. Что же делает этот мод? Принципиально, если объяснять логику, то вы банально турбосигнал, многократное нажатие кнопки B переводите на кнопку старт. То есть у вас получается такая турбопауза. При включении вот этого тумблера у вас происходит многократное нажатие и отпускание кнопки старт, что и дает вам вот этот хитрый эффект, но я бы сказал, конечно, не слоумо, а все-таки турбопаузы, которая замедляет как ваших противников, так и вас. Но у вас появляется возможность принять критические решения в самые трудные моменты. То есть это такая лакшери-стратегия игровой паузы. Приступаем к разбору нашей принципиальной схемы. Для создания мода турбопауза на любом джойстике, у которого имеются турбокнопки. То есть это любой джойстик от любого фамиклона типа Dendy. Сразу скажу, меня вдохновил вот этот джойстик. Выпустила его вот такая компания. У кого есть девайсы от этой конторы, обязательно пишите в комментариях, что она еще сделала. Здесь это в заводском варианте выполнено, вот эта функция. Вот так она реализуется здесь с помощью вот этой кнопки. Этот джойстик у меня сломался, я был вынужден его починить.
сломалось у него питание. Как оказалось, все просто, но разобрав его, я понял, что сделать-то, в общем-то, кнопку Slow Mo или турбопаузу, потому что Slow Mo здесь, как я уже говорил, условная. Вы замедляетесь вместе с вашими противниками, поэтому это все-таки турбопауза. Так вот, эта турбопауза реализована до невозможности просто. Кстати, вот эта схема здесь и повторена. Крестовину я исключил, так как она не сильно важна. Нас более интересует вот эта часть. Кнопка старт, наш тумблер и кнопка Turbo B. И, конечно же, наш чип. В случае этого джойстика у нас здесь используется микросхема. В случае Dendy Junior, по крайней мере, используется капля. Но это не важно. Смотрите. Кнопки у нас разделены на две части, как видите. Я так все это дело зарисовал. Это действительно так. При нажатии клавиши механической вы замыкаете контакт, и процессор понимает, что вы, допустим, используете кнопку Select. То есть, видите, вот, есть общая дорожка, на которой находится одна часть кнопки Select, вот здесь это зарисовано, одна часть кнопки Start, вот таким образом я здесь это все зарисовал, но здесь немножко по-другому. И вот эта общая часть, здесь еще, конечно же, находится часть от крестовины, но, как я уже сказал, неважно. И все это уходит вот сюда, в контроллер. И у каждой кнопки есть, у второй части, свой контакт, который также уходит в контроллер. При замыкании этой кнопки контроллер понимает, что вы используете именно, допустим, Select. Но, конечно, это все упрощенно. Разумеется, для людей, которые профессионально этим занимаются, которые разбираются в схемотехнике, мои пояснения не нужны. Они и так все поймут. Поэтому поймите, профессионалы, пожалуйста, правильно. Я здесь рассказываю для людей, которые, в общем-то, никогда ничем подобным не занимались. Итак, продолжим. Так вот, наша задача найти общую дорожку. Здесь, например, общая дорожка вот так выглядит. Вот, видите, вот она. Здесь немножко по-другому. Но если присмотреться, вот видите, вот Select, вот Start. Вот, видите, часть кнопки Select находится на общей дорожке, часть кнопки Start находится на общей дорожке, часть кнопки B находится на общей дорожке, ну и так далее. Часть кнопки A находится на общей дорожке. Находим нашу общую дорожку. К этой общей дорожке подсоединяем наш конденсатор на 100 пикофарад. Другую ножку конденсатора соединяем с ножкой тумблера. У меня здесь еще участвует в схеме NGTF провод, но потому что у конденсатора не такие длинные ножки, они не такие гибкие, поэтому мне понадобился NGTF провод. В общем, наша задача с помощью NGTF провода удлинить одну из ножек конденсатора и припаять удлиненную часть к удобной точке на общей дорожке. Вторую же ножку конденсатора необходимо припаять к ножке тумблера. По факту конденсатор на 100 пикофарад устанавливается в схему последовательно. С ножкой тумблера, с которой спаяна ножка конденсатора, необходимо соединить с помощью МГТФ провода логическую часть кнопки Turbo B. На вот этой схеме, как и на родном джойстике, на котором это реализовано в заводском варианте, как видите, у кнопки Turbo B и у Turbo A, в общем-то, нет соприкосновения с так называемой общей дорожкой. Они имеют такую собственную логику. То есть у каждой кнопки здесь свой вывод. Но нас интересует именно тот вывод, который логически связан только с кнопкой Turbo B. То есть он не связан с кнопкой B. Я бы использовал именно его. Если будете использовать другой вывод, напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас из этого выйдет. Кстати, можете использовать, допустим, не 101 конденсатор керамический, а, допустим, вот 104 у меня есть. Также напишите о своих опытах, будет интересно почитать. Можете попробовать без конденсатора напрямую. Тоже напишите, что получится. Ну так вот, используем логическую часть кнопки B. Я вот часть вот этой кнопки, которую разделил, каждую кнопку я разделил, назвал логическую. То есть одна часть, которая соединяется с общей дорожкой, это общая часть, вот она, Select, Start. А вот эта часть логическая. Здесь я предполагаю, что все-таки логическая часть кнопки Turbo, она вот эта. И вот ее мы используем для соединения с тумблером. Итого, одна часть схемы у нас выполнена. То есть, одну ножку тумблера мы уже соединили с двумя контактами.
И нам осталось соединить вторую ножку тумблера с логической частью кнопки старт. Вот она общая часть кнопки старта, вот она логическая, которая также идет в контроллер. Но здесь вот она реализована вот таким образом. Вот так вот, видите. На Dendy Junior у нас вот такая реализация. Вот мы использовали вот эту точку. Вот она кнопка старт. Вот она идет в контроллер. В общем-то и все. И таким образом наш мод готов. Далее все собираем, запускаем. И я думаю, что вас этот мод порадует. Меня так очень сильно позабавил. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Ну, вдруг у вас что-то не получится. Или наоборот, вы придумаете какую-то более хитрую доработку. Ну, на этом все. Всем, кому понравилось, палец вверх, а я со всеми прощаюсь. Все, до новых встреч, всем пока.